Йоу-йоу, привет, друзья, меня зовут Игорь, это канал лейбла Monumental, и мы с вами продолжаем разговаривать про музыку. Сегодня вы не услышите привычных вам обзоров на новые релизы. Я решил немного отойти от этой темы временно и поговорить про музыку в целом. В рамках новых видосов, которые я хочу выпускать на канале, будут разговоры про музыку в целом, про новые направления, про старые направления, про ключевых музыкантов, про все, что как-то повлияло на развитие экспериментальной, электронной и не только музыки. Чтобы не пропустить эти наши новые видосы, обязательно нажмите на кнопку подписаться и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видосов. Спасибо! Сегодня я хотел бы начать, наверное, с самого крутого направления, которое очень сильно повлияло на наш лейбл. И без него не было бы ни лейбла, ни этого канала, ни я сейчас бы не сидел рядом с вами и не рассказывал про все эти интересные вещи. Так вот, начать я решил с IDM, с Intelligent Dance Music. Наверное, самого прогрессивного, самого передового, самого интересного и техничного направления, еще совсем недавно гремевшего по всему миру. Так вот, с чего началась наша история и что же такое IDM? IDM появился на стыке 80-х и 90-х и напрямую связан с подъемом и расцветом танцевальной электронной музыки и рейв-революцией. В ту пору вся молодежь активно проводила время в ночных клубах, на танцполах и танцевала преимущественно под acid house и под брейкбит, которые были импортированы из США, где в то время также начало зарождаться Чикаго хаус, где свой расцвет находила Детройт техно, где в клубах уставшим тусовщикам включали эмбиент, и все вот это, переехав из США в Британию, разошлось огромной гигантской волной и трансформировалось в гигантские рейвы, на которых тысячи молодых людей клубились, колбасились, и все это дало толчок для возникновения новых жанров. Рейвы и танцполы — это классно, но во всем этом было одно большое но. Всю эту музыку было очень сложно слушать дома, практически невозможно. Да и сами музыканты были против того, чтобы их музыку слушали дома, потому что она была заточена исключительно на танцполы. А в выпуске альбомов эти музыканты были совершенно не заинтересованы. И здесь как раз и появился ряд энтузиастов, который захотел воссоздать всю эту танцевальную электронику, но для домашнего прослушивания, сохранить вот этот бунтарский, рейверский дух, атмосферу танцполов и клубов, но в таком виде, чтобы это можно было слушать и дома тоже. И вот здесь как раз и берет свое начало то, что мы привыкли сейчас считать привычным для нас IDM. Здесь мы можем выделить два отдельно взятых течения, которые в итоге преобразовались в то, что мы сейчас считаем IDM. Первое течение — это хардкор, хардкорная сцена. Всем известные музыканты, такие, например, как Aphex Twin, как Orbital, они вышли изначально из хардкора и преобразовали в итоге эту музыку в другие формы, которые в итоге стали привычным для нас EDM. И вторая история — это Детройт техно и Ambient. Здесь важно заметить, что когда техно переехало из США в Британию, оно утратило свою прежнюю мелодичность и мягкость и вобрало в себя тяжелые индустриальные звуки. И многими это тогда было воспринято в штыки, как утрата корней, и энтузиасты пытались накрутить свой собственный звук, также видоизменяя этот жанр и придавая ему новые и новые формы. Плюс важно заметить, что до зарождения и расцвета танцевальной электроники было множество электронной музыки не танцевальной, в совершенно других формах. Например, группа Art of Noise, которая делала свои эксперименты и у которой можно было черпать множество идей и вдохновляться их творчеством, что, собственно, и делали многие музыканты. И вот именно эта музыка людей, уставших от техно,
Музыка людей, уставших от рейвов, в итоге и стала тем самым IDM. Появилась новая волна home listening электроники, так называемого техно для домашнего прослушивания. Музыканты все больше начали смешивать кочевые ритмы с эмбиентом, с даунтемпо, создавая что-то совершенно невообразимое, чему еще на тот момент не было названия. Для танцполов эта музыка была совершенно непонятная, она была слишком мягкой, слишком странной и, можно даже сказать, интеллектуальной. Как это назвать, было совершенно непонятно. Начали появляться устрашающие ярлыки вроде пост-эмбиент, нью-электроника, интеллигент техно, экспериментал электро. Все это в разной мере отвечало тому, что из себя представляла эта музыка, но ни одно из этих названий в итоге не прижилось. Развитие этого стиля также привело к ответвлению новых жанров. Жанр постоянно видоизменялся. Появился drill and bass, braindance music, glitch, signcore. Все, что происходило с IDM, сознательный отказ от штампов, от клише и от канонов традиционной танцевальной электронной музыки. Это попытка ее переосмыслить. Хотя IDM с самого начала и вышел из техно, все же эта музыка была построена на отказе от сложившихся норм, и с самого начала все в ней было довольно нестандартно. Именно вот этот отказ от сложившихся правил и клише, попытка открыть для танцевальной электронной музыки новые горизонты и стали основой для этого нового направления. Со временем IDM, конечно же, приобрел свои ключевые черты, приобрел стандарты и формы такие, чтобы было понятно массовому слушателю, что он имеет дело именно с IDM, но изначально это был сборник совершенного андеграундного, авангардного неформата. Волну этой странной музыки, этого странного техно моментально подхватило множество музыкантов. Под свое крыло это взял всем известный лейбл Warp Records, который начал выпускать релизы в этом новом направлении. К нему присоединился ряд других лейблов: Reflex, R&S, General Productions и многие другие. Окончательно IDM сформировался как отдельно взятое направление, когда Warp выпустили свои культовые сборники Artificial Intelligence и Artificial Intelligence 2, которые как раз и обозначили каноны и рамки, в которых начал звучать IDM и приобрел свое узнаваемое звучание. IDM — это, наверное, первое музыкальное направление, которое никак не привязано к какой-то территории, к какой-либо стране и появилось исключительно в интернете. Однако здесь стоит заметить, что в ту пору интернета как такового еще не существовало. Однако уже были любители этого жанра, которые хотели общаться между собой. Начали появляться первые сайты и так называемые списки-рассылки, через которые люди получали на свои имейлы необходимую музыку, необходимые новости. Самым передовым в ту пору был сайт hyperreal.org, наверное, самый крутой ресурс про электронную музыку. Так вот, один из списков рассылки этого сайта как раз и назывался Intelligent Dance Music List. Окончательно понятие IDM сформировалось, когда в журнале New Musical Express вышла статья, в которой упоминался этот термин IDM. Сама аббревиатура IDM звучит очень вычурно и часто подвергалась критике. И действительно, это очень странно заявлять, что одна музыка является интеллектуальной, а другая в противоположность ей менее интеллектуальной. Однако важно понимать, что IDM — это электронная музыка, которая все так же базируется на принципах построения и композиционной техники стандартной танцевальной электронной музыки, однако переосмысляет ее и вносит в нее нестандартные решения, идеи, ходы, и этим от нее отличается. Поэтому термин интеллектуальное относится больше вот к таким вот вещам. Однако само это понятие очень часто подвергалось критике, причем не только со стороны слушателей, но и со стороны самих музыкантов, которые отказывались говорить, что
что их музыка более интеллектуальная, чем другая. Чуть позже на смену понятию IDM пришел более политкорректное и более мягкое название Brain Dance, но полностью оно понятие IDM не заменило, и IDM по-прежнему используется повсеместно, и, наверное, это понятие более популярное, чем Brain Dance. Само по себе название Intelligent Dance Music содержит в себе долю иронии. Ну, то есть, что такое интеллектуальная танцевальная музыка? Танцевать под эту музыку практически невозможно. Для этого стиля, для этого направления скорее характерен какой-то внутренний танец в голове у каждого слушателя. Так что же такое IDM и какие основные признаки мы можем выделить? Попробуем разобраться. Практически всегда это сложный, зачастую искаженный бит. Практически всегда это нежные, красивые, трогательные мелодии. И всегда это противоборство вот этих прекрасных мелодий и этого сложного искаженного ритма. Зачастую ведутся тяжеловесные баталии по поводу того, что считать IDM. Некоторые считают, что IDM это все от построка до эмбиента, все нестандартное, неформальное. Другие считают, что IDM это обязательно трогательные, красивые мелодии и искаженные перкуссии на заднем фоне. Третий заявляет, что главное здесь не мелодии, а именно сложные, тяжелые, искаженные перкуссии. И что здесь главенствует ритмическая текстура и всевозможные шумы, гуделки и сбои. Здесь мы можем видеть сэмплирование, зачастую очень причудливое. Здесь аналоговый звук, возведенный в ранг культа. И здесь же то самое, что-то пошло не так, выведенное в ранг нормы и абсолюта. Шумы, сбои, системные ошибки, гличи. В общем, с первых звуков этой музыки можно понять, что здесь все просто не бывает. IDM это неоднородное, полное заимствование, явление, состоящее из скрежетов, шуршаний, искаженных барабанов, системных сбоев, скрипов, звуковых абстракций. Одни исполнители здесь ближе к амбиенту и техно, другие ближе к индастриалу и нойзу. IDM невозможно слушать на больших танцевальных площадках, на огромных рейверских фестивалях, хоть и есть отдельный IDM фест, но все же эта музыка не для стадионов. Эту музыку сложно слушать в шумной веселой компании, сложно слушать там за кружкой пива под футбол. Это более личная, более интимная музыка, гораздо более подходящая под то, чтобы прогуляться в наушниках в дождливую погоду, порассматривать облака и все такое прочее. Это очень интимная история. В какой-то момент IDM плотно соприкоснулся с поп-музыкой. На MTV начали показывать клипы Aphex Twin и Attacker. Об Attacker и Скворпашере начала писать модная пресса. Поп-исполнители захотели выглядеть как Boards of Canada, ориентировав на них свой звук. В общем, IDM плотно столкнулся с поп-музыкой, но так в нее и не вошел, потому что массовому слушателю хотелось что-то более простое, и хотелось, чтобы эта музыка шла по пути упрощения, а она же в свою очередь шла по пути усложнения и становилась все более замороченной, все более сложной. Поэтому в рамки поп-культуры IDM так и не вошел. Для среднестатистического слушателя, хорошо это или плохо, все-таки нужно, чтобы музыка была похитовее и попроще. IDM это совершенно не про это. Начавшись как одно большое явление, IDM в итоге трансформировался и мутировал, приобретя некоторые другие формы. Так, например, сформировалось отдельное направление агрессивного IDM, индустриальной музыки, в которой ритм все же победил над мелодиями. Появилось второе течение, это мутировавший джангл, из которого появился drill and bass, и который впоследствии ушел в брейккор. Если говорить очень грубо, то формально IDM можно разделить на несколько форм. Легкие формы IDM — это музыка, в
в композициях которой обязательно присутствуют красивые электронные мелодии, зачастую они достаточно простые. Мелодий может быть много, они могут сменять друг друга, сливаться каким-то неожиданным образом или возникать, замолкать. У них может быть амбиентная нагрузка, как у Attacker, может быть танцевальная, как у Orbital. И главный здесь момент — это ритм. Ритм, который построен на сбивках и брейках. Ударные звуки могут опять же быть очень стандартными, как у Orbital, могут быть совсем нестандартными, как у Aphex Twin, который используют для перкуссий совершенно непригодные для этого звуки. Возможно использование не сильно перегруженных грязных ударных звуков, хрустов и так далее. Следующая форма — это в противовес легким формам тяжелая форма IDM. Здесь мы видим влияние нойза и индастриала. Ритмы опять же строятся на брейках, на сбивках, но часто применяется перегруженный прямой бит 120-140 BPM. Ритм здесь всегда преобладает над мелодией. Если мелодия в принципе присутствует, как, например, у Attacker, в некоторых альбомах мелодия настолько далеко за ритмами, что ее практически невозможно уловить, но возможно. Именно такие формы IDM ближе всего к индустриальным шумовым музыкальным формам, однако здесь вы не услышите брутальных форм индастриала, здесь не будет бензопил, звона бьющегося стекла и прочего присущего для нойза и индастриала. Здесь все математически выверено и синтезировано компьютерами, но по-прежнему очень тяжело для восприятия. Следующая условная форма IDM — это, наверное, классический IDM, который совмещает в себе и легкие формы, и тяжелые. Нечто среднее. Это то, что мы привыкли как раз видеть как классический IDM. Примером этой формы будет, наверное, трек One Aphex Twin. Здесь перегруженные тяжелые ритмы и прекрасные мелодии, и все это противоборствует между собой. Следующая форма — это приджанглованная форма IDM. Здесь основателем принято считать Скварпашера Томаса Дженкинсона, который привнес в IDM формы мутировавшего джангла. Здесь все построено на высоких скоростях и на экспериментах с джанглом, который построен на непривычных звуках и с искажением форм привычного джангла. В общем, здесь также полным-полно экспериментов, и это стало отдельным направлением дрил энд бейса. В конце 90-х первая волна IDM пошла на спад, и ей на смену пришло второе направление IDM-музыки, переосмыслявшее все, что было до этого. IDM начал пускать свои корни в самых разных странах мира, там возникают свои собственные сообщества и комьюнити, свои собственные локальные сцены. Например, в Италии светлая супермелодичная музыка пришла в IDM, в Германии же, напротив, IDM превратился в тяжелую индустриальную музыку с агрессивными ритмами. Россия здесь не стала исключением, здесь тоже возникли свои локальные сцены, например, ижевская сцена с ее синтезаторным аналоговым звучанием. В России история IDM началась с лейбла Artek, руководителем которого являлся Роман Белавкин, The Solar X, один из самых известных IDM-щиков в России. Кроме того, IDM выпускали и другие лейблы, такие как Shaped Harmonics из Москвы, Kama Records из Ижевска, Звезда Records, Чебурек Records из Петербурга, Экзотика московская, Dars Records из Челябинска. В общем, IDM начал проникать и в нашу страну тоже. Среди пионеров отечественного IDM можно выделить таких исполнителей, как уже упомянутый Solar X, Novel 23, Pizza Room, Ambidextrous, Кустота, Елочные игрушки, Lazy Fish. В России IDM пошел по собственному пути развития, приобретая свои собственные уникальные звучания, зашивая наш русский культурный код в это удивительное музыкальное направление.
Ни для кого не секрет наше советское прошлое, которое зачастую тормозило культурный прогресс. И до нас какие-то передовые вот эти прогрессивные явления приходили с большим-большим опозданием. Важно отметить, что всю эту историю попытался исправить Артемий Троицкий, который с товарищами решил организовать в Москве фестиваль Бритроника в 1994 году. Сказать, что публика была к нему не готова, это ничего не сказать. Для русских слушателей стало абсолютно непонятно все, что они видели. На фестиваль пришло категорически мало слушателей, хотя лайнап был просто впечатляющим. The Warp, Aphex Twin, Bark Psychosis, Банка Дегай, Атекер. В общем, просто чудо какое-то. Но Ричарда Ди Джеймса, Aphex Twin, увезли в больницу с отравлением. Сотрудники аэропорта требовали от музыкантов и организаторов взятки. На фестиваль пришло ужасно мало людей. Билеты стоили дорого, поэтому фестиваль по всем фронтам провалился. Но вошел в историю отечественного EDM точно. В конце 90-х в музыку приходят компьютеры, которые также меняют саму форму музыки. Появляется новое поколение музыкантов, появляется новая волна EDM, которая продолжает корежить звук совершенно по-другому, по-своему, используя компьютеры при этом. В конце 90-х EDM переживает свой новый виток, появляется новая волна EDM-щиков, которые уже используют компьютеры как основной инструмент для того, чтобы корежить свою музыку и видоизменять. Это новая волна электронщиков переосмысляет все, что было до них, и EDM выходит на новую ветку развития. Появляется глич уже как полноценная форма музыки. Глич полностью построен на системных ошибках и сбоях. Ему мы посвятим отдельный большой выпуск, где обстоятельно про него поговорим. А музыка все больше уходит к цифровому авангарду. Появляются новые лейблы, которые специализируются исключительно на EDM и продолжают популяризировать эту музыку. Но это все уже происходит для совершенно другой публики. По прошествии 20 лет EDM пришел к своему ревайвалу и продолжил мутировать и развиваться дальше. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, теперь вам понятно, что такое EDM. И вы посвятите этой музыке побольше своего времени. Послушаете что-то у себя в плеере. И, возможно, найдете для себя каких-то новых интересных исполнителей. Я буду счастлив, если этот видос поможет вам найти для себя что-то удивительное. Спасибо, что потратили свое время на это видео. Спасибо за просмотр. Любите друг друга и слушайте хорошую музыку. Пока!